Сьюзен жила в Йорке, штат Пенсильвания, и больше всего на свете любила совершать долгие-долгие поездки на своей каштановой лошадке Плейда. Они часто соревновались и часами тренировались на всех видах местности. Таким образом, они смогли не только улучшить свой спорт, но и установить особую связь друг с другом. К сожалению, однажды случилось нечто ужасное. Они путешествовали по уединенному парку, в котором никогда раньше не бывали. Хотя Сьюзен опытная наездница, ей было трудно держать Плейда под контролем. Казалось, он чувствовал себя небезопасно в незнакомой обстановке. Сьюзен быстро попыталась уйти с места и набрать темп. Но это оказалось плохой идеей. Копыто Плейда соскользнуло с камня, он споткнулся и тяжело упал на бок. Это выбило Сьюзен из равновесия, и она упала на каменистую землю. Спотыкание и удар, когда Сьюзен упала с его спины, испугали лошадь, и она побежала прочь так быстро, как только могла. Еще до того, как Сьюзен поняла, что происходит, Плейда уже давно не было. Она попыталась бежать за ним, но это было бесполезно. Она совсем запыхалась, а лошадь уже была над горами. Плейда все еще был одет в бирюзово-зеленые шорные изделия. Поэтому Сьюзен надеялась, что кто-нибудь, увидев одинокую лошадь, заметит, что что-то не так. Однако она не хотела полагаться на это и решила активно пытаться получить помощь. Она начала рассказывать всем, что произошло. Чем больше людей знали, что лошадь потерялась, тем больше людей обращали на нее внимание. Сьюзен также позвонила в полицию, надеясь, что они смогут ей чем-то помочь. Все, о чем она могла думать, это вернуть Плейда в безопасное место. Тем временем она создала специальную страницу в Facebook, чтобы распространять информацию, и напечатала массу плакатов и листовок, чтобы расклеить их по всему району. История быстро распространилась, и все больше и больше людей выходили вперед, что воодушевляло Сьюзен. Несмотря на это, Плейда так и не появился. Местные новостные станции начали освещать эту историю, и была организована большая поисковая группа, чтобы помочь Сьюзен найти ее любимую лошадь. Были не просто случайные люди, которые хотели помочь, но и команды специалистов. Члены полицейского управления округа Ховард штата Мэриленд и многие члены клуба всадников Мэриленда. Она была ошеломлена количеством людей, которые хотели помочь Сьюзен. Однако после целого дня поисков не было никаких признаков Плейда. Ни следов копыт, ни указания направления, в котором он мог уйти, ни даже намека на то, что он проезжал мимо. Это было душераздирающим событием для Сьюзен. Увидит ли она когда-нибудь свою любимую лошадь снова? Или он будет потерян навсегда, и ей придется прожить без него остаток своих дней? По мере того, как поиски продолжались еще несколько дней, Сьюзен с каждым часом становилась все более и более неуверенной. Даже люди с дронами и вертолетами не могли помочь из-за густых крон деревьев. Примерно через 10 дней после исчезновения Сьюзен позвонили и сообщили, что пластилин Плейда найден. Ее сердце подпрыгнуло, и она бросилась туда, где был звонивший. Издалека животное выглядело как ее любимая лошадь, которая исчезла. Он был подходящего цвета, размера и всего остального. Но когда она подошла ближе, стало ясно, что это не пластилин, а просто похожая лошадь, сбежавшая с соседнего ранчо. Власти были проинформированы о недоразумении и были вынуждены сообщить Сьюзен, что ее любимый конь, скорее всего, умер. 10 дней – долгий срок для домашней лошади, чтобы выжить в лесу.
И даже ей пришлось признать, что шансы найти Плейда живым приближаются к нулю. Несколько дней спустя несколько друзей путешествовали по стране, планируя поход. Примерно в 3 милях от того места, где Сьюзен в последний раз видела Плейда. Эмили Перриман, Влад Константинов и Дэвид Шугар хотели пойти по следу местной гостиницы. Но незадолго до отъезда они заметили табличку на двери. Это был плакат о пропавшей лошади. Они прочитали его, посмотрели на картинку и даже немного поболтали о том, как можно потерять лошадь. Они оттолкнули его и пошли дальше. День был ясным и солнечным, и они хотели максимально использовать хорошую погоду. В этом районе было на что посмотреть и чем заняться, поэтому они хотели сделать как можно больше, прежде чем отправиться в следующий пункт назначения. Примерно через час ходьбы среди густых деревьев они услышали странный шум. Глубокий гул и тяжелые движения. Звук отражался от деревьев, сбивая ее с толку и наполняя странным чувством беспокойства. Они пытались посмеяться над этим и двигаться дальше, но что-то в этом привлекло их. Они должны были провести расследование. Возможно, это был человек, попавший в беду. Может и была, кто знает. Всякие странные и тревожные мысли проносились в их головах. Потому что каждый из них уже видел несколько фильмов ужасов. Но когда они медленно отодвигали листья и ветки, они увидели нечто, от чего их глаза расширились. Там, прислонившись к дереву, стояла лошадь. Его седло и уздечка не были должным образом закреплены, но они все еще были частично привязаны к его телу, а другая сторона была зацеплена за дерево, то есть он был привязан там. Лошадь казалась очень усталой и испуганной. Итак, 3 друзей говорили с ним тихо и тихо, подходя к нему. Им удалось отвязать лошадь и, слегка уговаривая, отвезти ее обратно в гостиницу. Хотели попросить хозяев вызвать полицию, но тут вдруг вспомнили о плакате на двери. Присмотревшись к картине, они поняли нечто шокирующее. Лошадь, которую они спасли, была Плейда. Дэвид вытащил свой мобильный телефон и набрал номер на рекламном щите. Женщина ответила усталым и грустным голосом. Но как только он объяснил ей ситуацию, то услышал напряженное волнение в ее голосе. Они сказали ей свое местонахождение и стали ждать. Через полчаса пришла Сьюзан. 3 друзей подождали снаружи здания и повели их к задней двери. Когда они завернули за угол, Сьюзан расплакалась. Это действительно был Плейда. Она думала, что больше никогда его не увидит. Она подбежала к нему и обняла его. Было ясно, что лошадь точно знала, кто такая Сьюзен, и издала несколько возбужденных дребезжащих звуков. Плейда получил множественные рваные раны на ногах, но это была самая тяжелая из травм. Он даже не выглядел слишком худым. Ему просто нужно много отдыха и питания. Сьюзен не могла отблагодарить ходячих. Она потеряла всякую надежду снова увидеть Плейда. К счастью, с Плейда все было в порядке, и через несколько недель он и Сьюзен снова смогли кататься. Хотя и гораздо тщательнее,